Начать сегодня ролик нужно с извинений перед зрителями. У нас был ролик о том, что российский федеральный бюджет прошел второе чтение без поправок. Это ошибка. Не только мы перепутали два законопроекта, но отвечаем мы только за себя и приносим извинения всем, кого ввели в заблуждение. Сегодня у нас ролик именно о втором чтении федерального бюджета, где поправки есть, аж на 7 триллионов. Но они мало что меняют в общей картине, которая сама по себе интересна сразу на нескольких уровнях. И вот это мы сегодня и обсудим. Только перед тем, как начнем, напомню. В описании собраны способы, как обойти блокировки в России. Один из них – спонсор рубрики Liberty VPN, который сейчас предлагает доступ на 30 дней бесплатно и без привязки вашей карты. Попробуйте сами и друзьям посоветуйте. Главная проблема нынешнего федерального бюджета заключается даже не в цифрах, которые он содержит, а в том, что цифры эти базируются на абсолютно фантазийных прогнозах. Причем фантазийность эта признается даже теми, кто за бюджет голосовал. Сбор нефтегазовых налогов по-прежнему исходит из среднегодовой цены барреля Urals в $59. По данным Bloomberg, сейчас цена отгрузки из порта Новороссийска опустилась к минимальным с марта 2023 года значениям. Понятное дело, единичные сделки не дают общей картины. Такая цена может быть эксцессом, шоком рынка в связи с санкциями Трампа и экспансией саудитов на азиатский рынок. Цена сейчас не отражает среднюю на следующий год, конечно. Но, когда у вас на глазах идут сделки по 36, рассчитывать поступление, исходя из цены, которая более чем в 1,5 раза выше, это просто мечты. И они отражаются в цифрах. При этом у вас разом куча факторов, которые будут тащить цены на нефть вниз. Увеличение добычи в ОПЕК, азиатская распродажа от саудитов, санкции Трампа. При этом ваша нефть даже до этого всего стоила 57, а не 59, которые вы записали. 25-й год еще не закончился, еще далеко не все негативные факторы учтены, а бюджет уже потерял 27% нефтегазовых доходов относительно прошлогоднего прогноза. Вы верстаете не бюджет, который предполагается исполнять, а бюджет, который должен плюс-минус прилично выглядеть, и который вам придется весь год, каждый месяц исправлять. Чтобы сверстать реалистичный бюджет, вы должны исходить из того, что все продолжится как есть. Будете продавать меньше нефти, будете продавать ее дешевле. Расходы же федерального бюджета основаны на прогнозе инфляции. И вы производите здесь два взаимоисключающих действия. Повышайте НДС на 2 процентных пункта, что по самым оптимистичным прогнозам даст 0,5% пункт инфляции точно, а скорее всего весь процентный пункт. Но при этом прогнозируйте, что инфляция в 2026 году существенно снизится и составит 4% всего. В сентябре в годовом выражении инфляция составила 8%. Прогноз ЦБ по этому году 6,5-7%. В следующем году вы существенно повышаете налоги. ЦБ постепенно снижает процентную ставку, что тоже толкает инфляцию вперед. Вы продаете ФЗ как не в себя, наводняете экономику деньгами, но инфляция волшебным образом возвращается к самым лучшим целевым показателям. Замедлится почти вдвое относительно уровня этого года. Но не нужно вообще хоть что-то понимать в макроэкономике, чтобы тут сообразить. Арифметика никак не сходится. Прогнозы по сборам всех основных налогов исходят из представлений о росте ВВП. Но в целом это очень просто. Чем больше будет экономика, тем больше можно взять с нее налогов. Когда Минфин предрекает, что от роста НДС мы получим дополнительные 1,2 триллиона рублей, он имеет в виду, что возьмут большую долю с большего пирога, потому что рост будет. Так вот, в бюджет заложен прогноз роста ВВП на 1%. Кроме как в бюджете такой цифры вообще больше нигде нет. ЦБ понизил прогноз для этого года даже до диапазона от 0,5% до 1% максимум. Все прогнозы по следующему году лежат ниже 1%. Опять же, не будем ориентироваться на всяких иноагентских и экстремистских экономистов, которые с Запада клевещут. Возьмем тех, на кого вроде как должно ориентироваться правительство. Российский союз промышленников и предпринимателей, профсоюз олигархов всей Руси, прогнозирует в следующем году снижение инвестиций в основной капитал на 1,5%. Раз основные инвесторы прогнозируют снижение инвестиций, логично им верить. Правительство в то же время повышает налоги и сборы, что неизбежно снизит экономический рост. Экспортные доходы от нефти снизились относительно прогнозов больше, чем на четверть, и снижаются дальше.
Инвестиции в грядущем году снизятся, налоги вырастут, доходы от экспорта упадут, но экономика почему-то станет расти примерно в 2 раза быстрее, чем в этом году. Что вдруг? При этом нужно понимать, текущие прогнозы уже снижены относительно первого чтения, которое предполагало 1,3% роста ВВП. И сильно снижены относительно того, что ожидали полгода назад. Весной Минэкономики ожидала в 2026 году рост почти на 2,5%. Теперь снизила эти ожидания до 1%. И это все еще очень оптимистичный прогноз, который противоречит происходящему. Но удивительным образом, при том, что прогноз по росту ВВП между чтениями ужался почти на четверть, основные параметры не изменились. Опять 40,3 триллиона доходов, 44 расходов и дефицит чуть менее 3,8 триллиона. Экономика относительно первого чтения должна вырасти на 700 где-то миллиардов меньше, но доходы бюджета останутся неизменными. Это как так выйдет? Тут вопросы даже не к чрезмерному оптимизму прогнозирования. Тут вопросы чисто бухгалтерского характера. Как так вышло, что у вас тут цифры изменились, экономика 26 года, из которой вы вынимаете бюджетные доходы, уменьшилась, а результат остался прежним? Пока настолько странным прогнозом и еще более странной арифметике есть только одно объяснение. Лягушку желают варить постепенно. Если мы заложим Юрлс по 40, если учтем снижение продаж, если инфляцию дадим минимум 6%, если рост посчитаем 0,5 или вообще 0, с учетом падения инвестиций, то в Новый год нам придется вползать с дефицитом не 3,8 триллиона, не менее 2% ВВП, а сразу с десяткой триллионов. А за такие бюджетные планы, где цветущая от войны экономика собирается жить с бюджетом на четверть состоящим из долгов, могут кого-нибудь за чувствительные места подвесить. Других объяснений, почему Минфин противоречит не только реальности, но даже собственным цифрам, найти не получается. Им, видимо, сподручнее в течение года отдельными законами 40 раз по чуть-чуть наращивать дефицит, чем всех напугать на 40 раз сразу. Это удивительная точка, в которую умудрилось попасть российское государство, в которой федеральный бюджет принимается в заведомо неисполнимом виде. Это не документ о государственных финансах на следующий год, а какое-то художественное произведение получается. Главная задача которого – впечатлить и продемонстрировать уверенность, мол, все под контролем. И непонятно, для кого это произведение создается. Глава комитета по бюджету и налогам Макаров прям говорит: у нас, мол, слишком оптимистичные прогнозы. Прогнозы государственных ведомств и лояльнейших экспертов, вроде того же белоусовского ЦМАКП, говорят о фундаментальном противоречии заложенных в бюджет прогнозов с реальностью. Прогнозы на текущий год, который еще не закончился, уже не сбылись. Причем не сбылись не на единичные проценты. Дефицит вырос аж в 5, нефтяных денег меньше на четверть. Абсолютно все понимают, но делают вид, будто так и надо. В такой ситуации остается думать одно: оптимизм тут нацелен персонально на Путина, больше не на кого. Все остальные в состоянии забить 2 запроса в Google и понять, что цифры не сходятся. По сути, государство с вполне определенной целью изображает бюджетный оптимизм. Что за цель? И вообще, что из этого всего получится? Попробуем обсудить после небольшой рекламы. Уже больше 100 лет США – первая экономика мира. Изменить это положение не так уж и легко, как бы Трамп ни старался. Ведь США – это прежде всего место, куда люди приезжают зарабатывать. Устраиваются в крупные компании, открывают бизнес без страха, что его отожмут. Свободных ниш там полно. Не обязательно строить прям Google или Теслу. Даже небольшие бизнесы процветают, потому что рынок платежеспособный. Но нужно сперва туда переехать. Существует множество путей, и среди них, возможно, найдется подходящий именно для вас. Обратитесь в компанию «Мигратор», чтобы узнать свои шансы. Это совершенно бесплатно. «Мигратор» помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визы в США. Среди их клиентов есть и зрители моего канала. «Мигратор» уже более года у нас рекламируется. На первой же консультации вам сразу скажут, можете ли вы получить визу. Приукрашивать реальность, чтобы продать услуги, не будут. В договоре прописана гарантия возврата средств, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. То есть «Мигратор» берет ответственность за результат. Такое случается редко. У «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что ими занимаются опытные адвокаты со стажем от 15 лет. Среди них, кстати, немало русскоязычных. Это большой плюс. Не возникнет недопонимания при обсуждении бюрократических деталей.
Для талантливых людей, блогеров, стендаперов, фотографов, Мигратор тоже предлагает пиар-поддержку, чтобы сделать ваш кейс сильнее и добавить доказательств вашей экспертности, если их вдруг не хватает. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте свои достижения, просто попробуйте и переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Государство изображает бюджетный процесс, чтобы обмануть не публику, а себя. Видимо, чтобы реально физически защитить финансово-экономический блок. Поразительное время. Государственные процедуры все больше превращаются в сугубо ритуальные действия. Но давайте теперь поговорим о том, в чем состоят те самые поправки, с которыми мы так обидно ошиблись в прошлый раз. Поправки в бюджет касались огромной суммы – 7 триллионов рублей, 3,5% ВВП или каждого 6-го рубля расходов федерального бюджета. Проблема в том, что 6,5 из 7 триллионов – это закрытая часть бюджета и оборонные расходы. О них мы знаем только одно – потребности СВО будут удовлетворены полностью. Из того, что осталось, дополнительные 8 миллиардов получит фонд «Защитники Отечества», связанный с племянницей Путина, ныне замминистра обороны Анной Цивилевой. Суммарно же фонд получит более 50 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим военным, жилье, реабилитацию и протезирование. 35 миллиардов рублей пойдет на обеспечение лекарствами взрослых пациентов с высокозатратными заболеваниями, 15 миллиардов на фонд «Круг добра» для детей с орфанными заболеваниями и 20 миллиардов на закупку вакцин. Дополнительно выделено 9,5 миллиардов на лечение ВИЧ и туберкулеза. Дальше суммы поправок совсем копеечные. Можно отметить только 600 миллионов на поддержку российских производителей игрового и мультимедийного контента. Блогеры смогут еще долго собирать просмотры на обзорах. Поток новых игр по типу смуты не иссякнет. Интересно, что поправками забрали деньги у так называемых новых регионов, зон оккупации. Причем забрали нормально так. 5,6 миллиардов субсидий у ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сложно представить, что на этих территориях стало меньше социально-экономических проблем. К тому же они вроде как по мере закидывания людьми украинских позиций даже прирастают новыми руинами. Разве что можно предположить, что люди с территорий этих настолько интенсивно бегут при первой возможности во все стороны, что бюджетная нагрузка испаряется сама собой. А может просто новая игрушка начала надоедать главному начальнику, война стала интересна сама по себе, а новые регионы эти только портят настроение. Теперь поговорим о том, что этот бюджет отражает. Забудем на секунду о том, что соткан он из золотых грез, просто посмотрим на динамику. В бюджете 2025 года прогнозировалась цена марки Urals на 2026 год в размере $70 за баррель. Нефтегазовые доходы должны были составить 10,5 триллионов рублей. Сейчас они прогнозируются на уровне 9 триллионов, что ниже прогноза на 25, но гораздо больше, чем бюджет реально получил. Таким образом, скрипя сердце, государство даже на уровне вот этого вот нереалистичного совершенно прогноза признает, все происходящее с давлением на российский нефтяной экспорт ему не полезно. Оно все еще как бы планирует заработать больше, чем в этом году, закладывая цену ниже, но планы снижает. В прошлом году правительство прогнозировало на 26-й рост экономики в 2,6%. Теперь согласно снизить ожидания аж на 60%. Даже оставшийся 1% роста непонятно откуда берется. Но уже это вот снижение демонстрирует очень быстрое охлаждение экономики. В 24-м планировали, что дефицит в 26-м составит 2,1 триллиона. Теперь же он почти вдвое больше, 3,8 триллиона. Это гораздо ниже дефицита 25-го. Это совсем нереалистично, так не будет. Но даже если бы было правдой, это уже признание большой проблемы так-то. И вообще это все действительно поражает. Еще буквально полгода назад мы стали обращать внимание на постепенный рост дефицита и что-то уж очень активные распродажи ОФЗ. Было сложно поверить даже в собственные выводы. Из происходящего очевидно следовало, что у государства закончились деньги, а перегретая за время войны экономика, не получая роста государственных вливаний в прежних масштабах, начинает сдуваться. Сложно было поверить, но случилось ровно то, что должно было случиться. Пузырь военных расходов может существовать только до тех пор, пока государство может тратить на все и инвестировать во все, компенсировать все, причем в опережающих объемах. А затем пузырь непременно схлопнется, причем стремительно.
Как только государство утратит возможность накачивать экономику деньгами, в ней тут же по принципу домино начнут рушиться и спрос, и инвестиция. Мы знали, как это работает. Знали о феномене богатства, когда слесарь на военном заводе вдруг начинает получать 150 тысяч вместо 50. Тут же предполагает, что завтра будет получать 300, и начинает тратить, будто эти 300 уже есть. Берет кредиты под будущее богатство, а экономика, чтобы удовлетворить его спрос, начинает на этих ожиданиях расти. А потом эти ожидания не сбываются. Оказывается, что зарплата не выросла, но слесарь-то со своими обязательствами никуда не денется. Он из своих 150 100 отдает за кредиты, да и потреблять как прежде не может. И вот экономика, построенная на ожиданиях, перегретых бюджетными расходами, начинает резко сокращаться. Все экономисты, как врачи, говорили: пациент принялся пить ацетон. Ацетон смертельно опасен, пациенту хана. Но пациент вроде как ходил здоровенький, даже богател, производя ракеты, идущие на производство руин. Пациент как будто победил законы экономики, научился воевать едва ли не с прибылью, а экономисты со своими прогнозами выглядели неважно. Нынешний расклад бюджета выглядит плохо. Экономика не растет, государство живет в долг безо всяких реальных резервов. Но даже в этом виде сохраняет фантазийных уровней оптимизм. Наблюдать такое – это как увидеть конец Путина. Ну то есть, мы же понимаем, что конец Путина неизбежен и осязаем хотя бы по биологическим причинам. Что абсолютное большинство зрителей этого ролика увидит Россию без Путина. Но он сидит так долго, пережил столько и стольких, что когда неизбежное случится, когда мы увидим его конец, будет сложно поверить, что это взаправду. И тут то же самое. Внезапно оказалось, что под полями юга и востока Украины, пропитанными кровью и усеянными минами, не закопано хранилище Федерального резерва США, и вообще ничего не закопано. Что война сожгла государственные сбережения, полностью съела нефтяные доходы, а теперь Россия въезжает в эпоху дешевой нефти, в эпоху санкций с одной стороны, конкуренции за рынки сбыта с ОПЕК с другой, без резервов, с долгами и с прайсом на войну, который нужно все время увеличивать, чтобы оставаться хотя бы в нулях. Поразительная скорость развития этой ситуации. Поразительно, что данные, которые казались преувеличенными и алармистскими полгода назад, 3 месяца назад, сегодня уже выглядят как безумный оптимизм. Все предсказывали, что деньги в таком режиме подойдут к концу. Все ждали, что это произойдет. Так долго ждали, что перестали верить самим себе. А теперь, когда это происходит, сложно поверить своим глазам. До завтра.